Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. Сегодня в Германии начинается жесткое политическое соревнование за пост федерального президента. Это не канцлер, но именно этот пост решает, как страна проходит кризисы. Мы уже с вами видим, что парламент разделен, и каждая кандидатура показывает, в какую сторону может повернуться политик. Фридрих Мерц уже втянут в эти переговоры, Урсула фон дер Ляйен следит за этим из Брюсселя, потому что для Европейского Союза важно, кто будет от имени Германии. И это еще не все. Сейчас в Германии стираются границы между работой и пенсией. Все больше людей не могут позволить себе уйти в 67 лет на пенсию и остаются работать дальше. Бизнес держится за пожилых, потому что не хватает кадров, а сами пенсионеры считают, что им выгоднее работать, чем жить на пенсионные выплаты. И вопрос, выдержит ли страна эту эпоху долгой трудовой жизни? Здравствуйте, обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, сегодня в Германии новая дискуссия, кто станет следующим федеральным президентом и как это сможет повлиять на политический баланс в стране. Вы знаете, что действующий президент Франк-Вальтер Штайнмайер занимает этот пост уже второй срок подряд. И по Конституции он больше не сможет выдвигаться. Это для нас с вами означает, что в ближайшее время в Германии получит нового главу государства, и на самом деле этот процесс уже запущен на уровне партий и федеральных земель. Напомню, что сейчас в Германии федеральный президент избирается не прямым голосованием граждан, а именно федеральным собранием. В него входят депутаты Бундестага и представители земель. Кстати, эта тема действует с 1949 года и создавалась как механизм баланса после политических кризисов первой половины 20 века. Тогда, скажем так, архитекторы Новой Германии стремились избежать концентрации власти в одних руках. Сегодня мы с вами понимаем, что выборы президента Германии становятся сигналом не только для Берлина, но и для всей абсолютно Европы. Хотя вы знаете, что президент не управляет правительством напрямую, он подписывает законы, представляет страну за рубежом и играет роль, так сказать, арбитра в кризисные моменты. Особенно это заметно во времена политической нестабильности. Приведу пример. 52-летний юрист Луис из Кёльна говорит, что внимательно следит за этим процессом, потому что президент влияет на общий политический курс Германии. Он вспоминает, как во время предыдущих кризисов именно президент выступал с обращениями, которые задавали направление для общества. И это еще не все. Я хочу вам напомнить, что сам Штайнмайер имеет долгую политическую историю. Он был министром иностранных дел и одним из ключевых политиков периода канцлера Ангелы Меркель. Тогда его избрание в 2017 году стало результатом широкой поддержки разных партий, и это обеспечивало стабильность в сложный период. Но сегодня ситуация, вы знаете, изменилась. Мы с вами четко видим, что политический спектр стал более фрагментированным. В Бундестаге больше партий, позиции разделены сильнее, и согласовать единую кандидатуру, соответственно, становится сложнее. Это значит, что переговоры могут затянуться, а их итог будет влиять на страну годами. Пожалуйста, еще один пример. 39-летняя София из Мюнхена работает в муниципальной администрации и говорит, что смена президента всегда воспринималась как начало нового этапа. Она вспоминает, как избрание предыдущих президентов сопровождалось изменением политической атмосферы в стране. Давайте чуть истории. Я вам напомню, что должность президента в Германии часто занимали политики именно с большим опытом. Например, Рихард фон Вайтзекер в 1980-х годах стал одной из ключевых фигур периода объединения страны. Его выступления тогда во многом определяли, как общество воспринимало новую Германию. Сейчас партии рассматривают различные кандидатуры, обсуждаются политики федерального уровня, бывшие министры, а также представители земель. Главная задача – это найти такую фигуру, которая сможет получить поддержку большинства федерального собрания. Сегодня канцлер Фридрих Мерц уже включен в эти консультации, потому что выбор президента меняет баланс власти. В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен продолжает взаимодействие с немецким руководством, поскольку Германия остается ключевой страной Европейского Союза. Вот еще один пример. 61-летний Гюнтер из Франкфурта на Майне, бывший государственный служащий, говорит, что президент для него символ стабильности. Он вспоминает, как во времена экономического кризиса такие обращения президента с экрана телевизора воспринимались как ориентир для всего общества, куда движется Германия. И хочу еще, чтобы вы понимали, что президент Германии сегодня не принимает экономических решений напрямую, но он влияет на политическую атмосферу, легитимность власти и, конечно же, международный имидж страны. И тот, кто займет этот пост, будет представлять Германию в периоды демографического давления, экономических реформ и перестройки европейской политики.
Следующая новость, одна из самых важных. Сегодня в Германии все громче обсуждают людей, которые вынуждены работать после официального пенсионного возраста. Напомню, что для большинства жителей Германии этот возраст сейчас составляет 67 лет. Вы знаете, что такие правила постепенно вводились, начиная с реформ 2000-х годов, когда федеральное правительство при том же канцлере Герхарде Шрёдере начали менять пенсионную систему. Тогда расчет был простой. Люди живут дольше, значит и работать будут дольше. Сегодня в Германии, по данным пенсионных фондов, число людей старше 67 лет, которые продолжают работать, выросло за последние 10 лет, внимание, почти в 2 раза. Особенно заметно это в таких секторах, как охрана, логистика, розничная торговля и сфера услуг. Работодатели все чаще оставляют пожилых сотрудников, потому что испытывают нехватку кадров, а сами работники остаются из-за финансовой необходимости. Сразу пример из жизни. 69-летний Себастьян Мюллер из Штутгарта проработал более 40 лет на автомобильном заводе. Он имеет право на полную пенсию и получает, внимание, около 1650 евро брутто. Но после оплаты аренды, медицинской страховки и коммунальных расходов у него остается менее 900 евро. Поэтому он устроился ночным охранником на склад логистической компании и зарабатывает дополнительно около 520 евро в месяц. Он говорит, цитата, «Я не планировал работать после пенсии, но расходы выросли быстрее, чем моя пенсия». И на самом деле такие истории сегодня встречаются по всей стране. Например, 68-летняя Матильда Шульце из Гамбурга после выхода на пенсию вернулась на работу кассиром в супермаркете. Она получает около 1400 евро пенсии, но только аренда квартиры составляет 720 евро. Остальное уходит на страховки, питание и транспорт. Работа дает ей дополнительно 450 евро и возможность сохранить финансовую стабильность. И вот что здесь важно, чтобы мы с вами поняли, как Германия пришла к этому. Нужно вспомнить, как именно менялась сама пенсионная система. В 1960-х годах на одного пенсионера приходилось почти 6 работающих, дальше почти 4 работающих, но тогда пенсионный возраст составлял 65 лет, а выплаты обеспечивали относительно стабильный уровень жизни. Но мы уже знаем, что сегодня в Германии ситуация совершенно иная. На одного пенсионера приходится менее 2 работающих. Это результат демографических изменений и старения населения. Именно поэтому правительство еще при Ангеле Меркель продолжило реформы и утвердило постепенное повышение пенсионного возраста до 67 лет. Но чтобы вы понимали, даже это не решило проблему полностью. Размер государственной пенсии сегодня составляет примерно 48% от средней заработной платы. Это означает, что человек, который зарабатывает 3000 евро, может рассчитывать примерно на 1400-1500 евро до вычетов. После обязательных платежей сумма становится еще ниже. При нынешних ценах на жилье, энергию и те же продукты этого недостаточно для привычного уровня жизни. Еще один важный фактор – это, возможно, вы не знали, но работодатели сами заинтересованы в пожилых сотрудниках. Например, 70-летний Даниэль Рихтер из Гамбурга работает водителем доставки 3 дня в неделю. Его работодатели объясняют это просто. Молодых работников не хватает, а опытные сотрудники надежны и не меняют часто работу. Таким образом, мы с вами на этом примере видим, что экономическая необходимость бизнеса совпадает с интересами самого пенсионера. Но на самом деле, когда пожилые сотрудники остаются на рынке труда дольше, это меняет всю структуру занятости, потому что рабочие места освобождаются, вы понимаете, медленнее. Карьерный рост молодых работников замедляется, а компании вынуждены одновременно и удерживать старших сотрудников, и искать молодых специалистов. Мы с вами понимаем, как Германия уже проходила такие изменения. После реформ начала 2000-х годов многие считали, что повышение пенсионного возраста станет достаточным решением. Но рост цен, увеличение продолжительности жизни и снижение относительного уровня пенсии изменили эту реальность. Сегодня работа после 67 лет для многих становится не выбором, а вынужденной необходимостью. Чем больше людей продолжают работать, тем больше поступает социальных взносов и налогов. Это снижает нагрузку на бюджет, но одновременно это означает, что сама модель выхода на пенсию постепенно меняется. В Германии переход от четких границ между работой и пенсией к более, скажем так, длительному периоду частичной занятости. Таким образом, если сегодня в Германии эта тенденция сохранится, работа после 67 лет станет нормой для миллионов людей. На этом пока все. Спасибо за просмотр.